Дорогие мои друзья, рад вам! Данное видео является вторым роликом цикла, подготовку которого я задумал благодаря, или вопреки ковиду, по впечатлениям от недавней поездки моей в Израиль. В первом видео мы с вами узнали очень много интересного и неожиданного. Например, я не знал о гипотезе, что существует краеугольный камень в физическом, а не в аллегорическом символическом смысле. Или о том, что масоны проводят до сих пор мистические церемонии закладки краеугольного камня при строительстве крупных зданий. Обо всем этом вы можете узнать, посмотрев первый ролик израильского цикла. В этом видео я вам, как всегда в очень сжатой форме, расскажу, какие интересности мне удалось для вас найти по вопросу строительства первого храма. Не забывайте подписываться, об этом вам не расскажут гиды. Вперед! Прежде всего, хочется отметить, что письменных источников по первому храму, кроме иудейских текстов, нет, которые, собственно, и есть тексты Ветхого Завета. Первые источники появляются уже спустя несколько столетий от описываемых событий, и считать сведения из них объективными не стоит. Мы даже не располагаем сколько-нибудь точными данными по реальной численности населения Иерусалима того времени. Но для понимания масштабов могу сказать, что город с населением более 50 тысяч человек считался огромным. Для примера, население Вавилона того времени не превышало 120 тысяч человек. Можно встретить более радикальные мнения. Например, что численность Иерусалима была менее 10 тысяч человек. Итак, описываем период X век. Обращаю ваше внимание, что время до нашего столетия считается обратным счетом. То есть IV век до нашей эры это означает, что до Рождества Христова остается 400 лет. III век, соответственно, 300. От Авраама до нулевой точки современного летоисчисления мы примерно на половине. Всем известно, что строительство храма связано с именем царя Соломона. Но хочется особо отметить очень важную роль его отца, царя Давида, который хоть и был лишен возможности построить храм сам, но собрал огромное количество материалов и ценностей, а также приобрел местность, где будет построен храм. Так что Соломону не пришлось проект начинать с чистого листа. Воцарение Соломона знаменовалось конфликтом со сводным братом, который попытался без ведома отца, царя Давида, узурпировать власть. Перед своей смертью отец заповедовал Соломону, которому было всего 20 лет, построить храм Господу. Началось строительство через 4 года и запланировано было, в соответствии с планом царя Давида, в местности Афель, она же гора Мориа, где, как мы узнали в предыдущем ролике, Авраам собирался принести в жертву своего сына. В иудейской и исламской традиции это событие называется не жертвоприношение Авраама, а связывание, на иврите Акеда. Давиду именно здесь явился ангел-истребитель. Книги Танах, а этим термином называют письменную Тору, и канонические книги Библии преимущественно совпадают. Вот как эти тексты описывают события. «И послал Господь язву на Израиле, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о всем бедствии. И сказал ангелу-истребителю: довольно, теперь опусти руку твою. Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны и Вусинянина». Именно так называлась эта земля, как раз ее царь Давид и купил. Во времена Давида город Иерусалим имел другие границы, и гора Мориа относительно города находилась на северо-востоке от него. При строительстве гора была поднята более чем на 213 метров и окружена квадратной каменной стеной. Строительство храма продолжалось более 7 лет. На небольшом фрагменте вы можете увидеть отрывки реконструкции строительства храма, снятого мною на обычный iPhone во время экскурсии по подземной части западной стены в Иерусалиме. Об этом будет рассказ в заключительном ролике цикла о Храмовой горе. Как мы уже знаем, строительные материалы собирать начал еще царь Давид, которых было недостаточно, и Соломон обратился к царю соседней страны Хираму, после чего в Иерусалим подтекли потоки кедрового и кипарисового дерева в обмен на хлеб, вино и оливковое масло. Плюсом соседи прислали лучших мастеров по литью и обработке золота, серебра и бронзы. Дерево доставляли по морю в Яффу. Заготовкой и доставкой в Иерусалим древесины было занято 30 тысяч человек. По количеству задействованных людей масштаб стройки мог бы удивить и современника. В Израиле была создана 150-тысячная армия по строительству. 80 тысяч работали каменотесами в Заиорданских горах, а 70 тысяч переносили камни на стройплощадку. И вот всей этой армией руководило 3300 надзирателей. Сам храм был небольшим, всего лишь 31 метр длиною, 10,5 шириною и 15 высотою. Стены храма были сооружены из огромных тесанных камней. Снаружи они были обложены белым мрамором,
а внутри кедровыми досками, на которых были вырезаны изображения херувимов, пальм и распускающихся цветов. Все это было покрыто золотом. План помещений храма, за исключением некоторых деталей, во всем был похож на план скинии Моисея. Внутри храм делился на три части: святая святых, святилище и притвор. Святая святых представляла собой маленькое помещение без окон, где в таинственном мраке находился ковчег завета. Рядом с ковчегом по обеим сторонам с распростертыми крыльями стояли две 5-метровые фигуры херувимов, вырезанных из оливкового дерева и покрытых листовым золотом. Вдоль каждой стены в этом помещении стояли 5 золотых столов для хлебов предложения и 5 семисвечников из чистого золота. Двери в святая святых всегда были открыты, но вход прикрывала занавес из голубой, пурпурной и червленной тонкой драгоценной материи. Входить в святая святых мог только первосвященник, да и тот только лишь один раз в году. Хоть иудеев в настоящее время не пускают на территорию храмовой горы, но и учителя иудейские не разрешают им подходить к возможному местоположению святая святых, ибо ступивший на эту землю смертью да умрет. Вот так. К храму примыкал двор, где стоял жертвенник всесожжения, на котором горел вечный огонь. Рядом находилось Медное море, громадная медная чаша, вмещающая почти 80 тысяч литров воды, служившая для омовения священнослужителей. Эта огромная чаша, отлитая Хирамом в горах за Иордания, покоилась на 12 медных валах. После освящения храма и принесения в жертву тысяч животных, Иерусалим праздновал это событие 2 недели. В религиозной жизни Израиля освящение храма было самым значительным событием после дарования заповедей на горе Синай. Очень интересно было узнать, что часть своей жизни исследованию храма посвятил Исаак Ньютон, который решил, что здесь в архитектуре зашифрованы особые божественные знания о мироздании, о космосе, которые расшифровать могут лишь избранные, такие как он. Изучая архитектуру и компоновку первого храма, он пытался понять, каков является небесный храм, изначальный храм, что, по его мнению, должно было дать ему ключ к пониманию книги Откровения Иоанна Богослова. Ньютон полагал, что храм был построен на принципах музыкальной гармонии, что, по его мнению, было открыто Богом Соломону и Иезекиилю, а впоследствии это знание в сильно измененном виде перешло в античную Грецию. Многие года ученый потратил на изучение первого храма и на попытку воссоздания его точной архитектуры, в надежде открыть тайны Вселенной, и только позднее его силы были перенаправлены на изучение гравитации после вопроса одного молодого астронома о траектории планет относительно Солнца. Кстати, он был сторонником теории тысячелетия царствования чистого христианства, течение, которое получило название в истории хилиазм. О нем мы обязательно поговорим в одном из моих будущих роликов. При изучении этого вопроса я опять столкнулся с масонской ложей, одна из теорий возникновения которой связана со строительством храма. Во избежание обвинений в моих симпатиях к этому течению и траты вашего времени, я пройду мимо этого вопроса и оставлю ссылку на статью о теориях возникновения ложи, которая мне показалась наиболее взвешенной и без лишних кивоков в ту или иную сторону. Итак, храм простоял порядка 400 лет и был разрушен в VI веке до нашей эры. В Талмуде говорится так: вавилоняне вступили в храм в 7-й день месяца Ав, и 3 дня предавались там разным бесчинствам, а в 9-й день, ближе к сумеркам, подожгли его, и он горел весь 10-й день. Второй храм был построен после Вавилонского плена в начале VI века до нашей эры, потомком царя Давида. Изначально это было очень бедное здание, так как вернувшиеся из Вавилонского изгнания евреи не обладали большими средствами. В конце 1 века до нашей эры царь Ирод затеял перестройку храма, но об этом и о разрушении храма я расскажу в следующем ролике. Если у вас есть какая-то интересная информация, дополнения или вопросы, прошу, пишите смелее в комментариях, надо общаться. Не забудьте подписаться, тут будет интересно.